Когда дело доходит до безумно быстрых спортивных туристов, то производитель Kawasaki всплывает сам собой. Потому что независимо от времени, эта компания со своими моделями ZX-10 Tomcat, ZZR1100, ZX-12R или нынешним ZZR1400 доминировала в этой нише в течение последних 30 лет. А в 2018 году Kawasaki сделала большой шаг вперед, взяв основу своего надуманного бестселлера H2 и превратив его в практичный спорт-турист, тем самым заткнув всех конкурентов за пояс и увеличив свою аудиторию. Однако не стоит думать, что H2SX это просто H2 с набором кофров. Его двигатель, рама, электроника и кузов либо сильно переработаны, либо новые. Так что давайте разберемся. И начнем мы с двигателя. По сути, это тот же мотор, что стоит на H2, но есть множество различий в деталях. Цель компании состояла в том, чтобы дать мотоциклу более широкий диапазон производительности, при этом не слишком сильно задушив двигатель на верхах. И у Kawasaki это получилось. Пиковая мощность SX всего на 5 лошадиных сил меньше по сравнению с H2 до 2019 года. Она составляет 200 лошадиных сил при 11 тысячах оборотов в минуту, против 205 лошадиных сил при тех же оборотах. Но пиковый крутящий момент увеличился со 133 Нм при 10 тысячах оборотов в минуту до 137 при 9,5 тысячах. И это благодаря именно изменениям в двигателе, которые включают новые поршни, новую головку, новые цилиндры, распределительные валы и дроссельные заслонки. На самом деле изменения в двигателе удивляют, поскольку они отодвигают его от дикого надувного H2 к конструкции, которая больше похожа на обычный атмосферный двигатель. Тот же нагнетатель имеет переработанные лопасти, и хотя он того же размера, что и на H2, он менее производительный, потому что Kawasaki повысила степень сжатия двигателя со скромных 8,5 к 1 у H2 до гораздо более привычных 11,2 к 1. Нагнетатель, также работающий с 9-кратной частотой вращения двигателя, будет вращаться со скоростью чуть более 100 тысяч оборотов в минуту, когда двигатель достигнет своего пика мощности в 11 тысяч оборотов в минуту. А преимущество этой увеличенной степени сжатия заключается в том, что двигатель будет работать лучше в среднем диапазоне, когда нагнетатель не раскручивается на максимум. Другие изменения, ориентированные на средний диапазон, включают меньшие дроссельные заслонки от 50 до 40 мм и меньшее перекрытие клапанов от перепрофилированных кулачков. Благодаря всем изменениям, переработанный двигатель выделяет гораздо меньше тепла, чем на H2, что позволило сделать кузов мотоцикла более объемным. Плюс к этому H2SX стал заметно экономичнее. Заявленный средний расход топлива 5,7 литра на 100 км пути, что обеспечивает неплохой запас хода вкупе с 19-литровым бензобаком. А благодаря наддуву от 0 до сотни байк катапультируется менее чем за 3 секунды. И это при снаряженной массе в 256 кг. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Более пригодный для повседневной езды двигатель установили в переработанную решетчатую раму, причем он был наклонен вперед на 2 градуса, чтобы понизить центр тяжести и добавить стабильности. Но самым ярким изменением является новый подрамник, разработанный для того, чтобы справиться с полезной нагрузкой в 195 кг, который способен нести SX, по сравнению со 105 кг на H2.
Подвеска очень похожа на H2 с высококачественными, полностью регулируемыми 43 мм вилкой USD и моноамортизатором Kayaba. Причем на более дорогой версии H2 SX SE подвеска имеет электронную регулировку. Помимо этого, SE дополнительно имеет другую приборную панель с TFT-дисплеем, увеличенное ветровое стекло, подогрев ручек, электронный круиз-контроль, более удобное двойное седло, светодиодные огни, автоматически подсвечивающие повороты, передние суппорты Brembo Style Lima. В 2021 году Kawasaki представила обновленные H2 SX и H2 SX SE, которые получили новый дизайн передней части, новую переднюю оптику и новые электронные компоненты. В заключении хочется сказать, что несмотря на все изменения в сравнении с H2, H2 SX далеко не ленивый турист, к которым все привыкли. Его колесная база всего на 25 мм длиннее, чем у H2, а переработанное шасси всего на 18 кг тяжелее. Поэтому он получился очень юрким, мощным мотоциклом на каждый день, на котором можно и легко отправиться в путешествие.